Всем привет, с вами Андрей. Продолжаем Shutter Pixel Dungeon. Прохождение за охотницу. Поехали. Первый уровень. Начальная экипировочка. Поехали. Так, видим, кустик забираем. Видим крысу альбиноса. Это крыса. Может вас отравить. Не отравить, а, ну, по сути, да, наложить дебаф кровотечения. Поэтому с ней в миличном бою лучше не драться. Мы видим крысу. И она нас тоже увидела. Убрали. Аккуратно двигаем. Луки. Этим все сказано. Видим еще одну крысу. Видим два зелья и еду. Два зелья нам неизвестны. Еще один свиток. У нас получается один свиток. Два зелья. Отлично. Видим змею. Бьем змею. Змею обязательно бить в дверях, потому что она будет очень сильно уклоняться. Либо в сонном состоянии, как сейчас, например. Вам потому что может просто не повезти, и вы за счет уклонения ее не сможете убить. Она будет постоянно уклоняться, и что бы вы ни делали, вы не сможете ее убить. Качаем талант на ягоды, на нахождение их, чтобы просто они были. У нас есть ключик, открываем. Что мы видим? Ровным счетом ничего. А, мы видим стража. Страж с кистенем молний. Это оружие, оно уровня так 16-го. Вот мы сейчас даже посмотрим это. Вот он. Смотрим. Кистень. Оружие 16 уровень, очков силы имеет. 4 уровень. И требует 16 силы. Это оружие крайне тяжелое. То есть он вас этим оружием просто ваншотнет, если вы к нему придете и попытаетесь его ударить. Поэтому в ваших интересах, чтобы этот страж не проснулся. Потому что если он проснется, вы просто охренеете. Поэтому делайте, что хотите, но если страж проснется, вам будет очень больно. Потому что 16 очков силы все-таки это не как у нас текущие 10 силы. То есть для нас это будет, для нашего персонажа, очень больно. То есть крайне не рекомендуется его будить. Его будить, опять же, что мы видим? Мы видим ловушку калечущую, на которую нельзя наступать, потому что вы, скорее всего... И 3 зелья. Опять же, зелье желательно открывать в воде. Нам с первого зелья выпала левитация. Нам повезло. Мы выбили скипидар инерции. Хорошее оружие. Я бы даже сказал, отличное оружие. Для милишного. Для милишника это прям ого-го. Но оно 14 уровня. 14 сил нужно. 3 уровень, 14 сил. То есть оружие классное. Рекомендую использовать, если есть возможность. Не самое сильное, но зачарование инерции даст вам огромное преимущество. Идем на 2 уровень.
сразу попали на ловушку льда. Лед — это хорошо, бросаем мясо, оно превращается в лед. В замороженное мясо превращается. Смотрим, видим гнола. Гнол нас не видит. Мы его, собственно, тоже в данный момент. Мы только что наступили на черное растение, так называемый звездоцвет, и получили вот этот дебаф на увеличение точности уклонения на 29 ходов. Хороший дебаф, точнее баф. Он очень полезен, особенно на уровнях с боссом, если они особенно любят уклоняться. Ну и в плане защиты он вам полезен тоже будет. Но вы можете персонажев кайтить, потому что персонажи, по сути говоря, если вы видите сундук, вы смотрите. Если там будет мимик, вам напишут про то, что там будет мимик. Там будет написано, что-то с этим сундуком не так, рекомендуется к нему присмотреться. Если вы сомневаетесь в местности, лучше ее прозвонить. С помощью лупы 2 раза нажать. Вода наш друг, потому что в большинстве случаев вода вам негативных эффектов не сделает. Если не знаете, куда вставать, вставайте в воду. Но опять же, вода не работает против электричества. То есть, если на вас идет электрический элементаль, например, то вода вашим врагом станет, как и ледяной. Поэтому не всегда вода ваш друг, но в большинстве случаев это так и бывает. На большинстве локаций, кроме 5 этажей, грубо говоря. Что мы видим? Шлюз-ловушка, соответственно, нам, если мы сюда встанем, нас отсюда телепортируют. Мы нашли алхимика на 2-м уровне. Прикольно. Мы нашли также багряное зелье. Я предлагаю его прозвонить. Мы угадали. Это оказалось зелье силы. Шлюзовые ловушки, они достаточно опасные. Но их можно юзать, особенно для побега. Нас моб опять же не видит. Мы его ударили, для него это получился неожиданный удар. Соответственно, для нас это получилось преимущество. Забираем зелье, золото. Смотрим, что у нас дальше. Так, стоп. Смотрим, наш получается охотница, удар. Берем урон. У нас комната с газиками. Чисто теоретически газиками может быть, учитывая, мы посмотрели всю локацию полностью, мы больше ничего не нашли. Соответственно, тут газики либо серое зелье, либо бирюзовое. Но учитывая то, что мы нашли серое зелье на текущей локации, а может и бирюзовое, то мы
могли бы не нажимать. Мы также юзанули зелье скорости. Узнали его существование, точнее сказать. На маленьком плоту. Мы, кстати говоря, нашли подземельную ягоду, которую можно есть. И она только у охотницы есть. А мы видим гнол-разведчик. Но он к нам, скорее всего, не успеет подойти, потому что мы лук. Мы видим еще одного гнола. Он также, скорее всего, до нас не успеет дойти, потому что мы лучники. Мы видим крысу. А вот крыса до нас успеет дойти. Исключение, если только мы подопрем дверь. Третий уровень. По сути говоря, для новичков он самый опасный. И нам даже ни одной, ни брони, ничего не дали до сих пор. Комната с углями горящими и с пьедесталом. Это по сути пьедестал, куда можно запихнуть мобов всех. Вот, например, ту же крысу. И вам дадут не артефакты, а оружие. И на этом оружии вы сможете там... Но оно будет стабильно проклятое. Нашли коричневое зелье. И один пирог. Я предлагаю перекусить пирог. Хотя, в принципе, 17. Опять же, как я и говорил ранее, вода ваш друг. По крайней мере, на начале. Более опасный просто пустые эти. Пустые полы, так называемые, без ничего. А вода ваш друг. Палочка живой земли. Это хорошая палочка. И она еще у нас не проклятая. То есть это прям, я бы не знаю. Мы нашли крабов. Причем очень большое количество. Нас очень сильно продамажили. Перекусываем. И восстанавливаем ХП. Стоим. Мы нашли гнола. Начнем кайтить гнола. Отлично. Продвигаемся дальше. У нас, получается, есть 2 серебряных ключа. 2 хрустальных, так называемые, и 1 железный. Что бывает очень полезно. Тут у нас спящий краб есть, которого желательно забить дистанционно, потому что если он до вас дойдет, вам будет очень больно от него. Поэтому делайте, что хотите, но спящий краб до вас не должен дойти. Нам не повезло. Опять же,
Кого мы видим? Мы видим гнола разведчика. Убираем гнола разведчика. Он слишком большой дистанции для нас. Он просто не успеет дойти. Видим еще одного гнола разведчика. Убрали его. Нашли семя гнусномоха. Хорошая тема. Еще одно зелье. У нас больше ключей нету. А что там за свиток, нам неизвестен пока что. Продвигаемся дальше. Увидим, что еще что-то вверху есть. Вот такие вот открытые локации для лука, они самое то. Но для остальных классов они очень тяжелые. Что мы видим? Мы видим ловушку со льдом. То есть, по сути, огненная ловушка, и открывать ее можно чисто льдом. Тут несколько вариантов, что у нас может быть льдом. Поэтому угадать очень сложно. Проюзаем. Так, у нас очень много свитков. Очень много свитков. Свитки при взаимодействии с огнем, они, скорее всего, сгорят, поэтому их лучше выложить. За исключением свитка улучшения, который у вас тоже должен присутствовать. Мы подожглись. Это зелье хила. Это зелье газа. Это зелье холода. Мы случайно избавились от зелья. Это очень плохо. Муха. Очень сильное существо на начальном уровне. Благо у нас есть страж, который нам поможет. Забираем последний свиток. Смотрим, что у нас еще есть. Идем на ранний этаж. Получается, на второй. Идем на второй этаж. И прозваниваем. Идем на второй этаж и прозваниваем, то есть в алхимическом котле. Кого мы видим? Мы видим змею, она смотрит на нас. Соответственно, она будет, скорее всего, возможно, уклоняться. Так, делаем один свиток сюда. Один свиток сюда. Берем семя гнусномоха, превращаем. Применяем интуицию на свиток улучшения. Отлично. Прожимаем остальное. Нам свиток ужаса, свиток карты, кольцо живучести и кольцо мощности дали. Чудесно. Ни одного из текущих у нас нет. Просто замечательно. Ну ничего, продолжаем двигаться дальше.
Можно сейчас, в принципе, загрейдить. Где она у нас? Вот она. Заклинание практически аналогично свитку улучшения, но его магия более стабильна. При улучшении этим заклинанием оружие или доспех оно никогда не сотрет зачарование или руны, включая проклятие. Соответственно, мы могли бы, в принципе, сейчас зачаровать свой лук и особо сильно не заморачиваться. Но я думаю, что пока стоит повременить с этим вопросом. Самое странное, что нам доспех до сих пор не дали. Никакой причем. Но с другой стороны, это... Опять же, мы видим кого? Мы видим гнола. Гнол-разведчик. Гнол-разведчик погиб. Мы видим муху, которая идет сам хвостом. Мухи чем опасны? Они... Убираем стража на место и стреляем по гнолу. Видим очередную муху. Вызываем стража. У нас опозналась палочка, она нулевая. Больше тут ничего нету, смотрим, да. Замечательно. Сколько у нас щита? 8 брони. Неплохо. На начале, без, и учитывая, что мы без брони идем, по сути говоря, на текущий момент, то для нас это неплохо. Скажем честно, начало не особо сильное. Нам что-то доспех вообще пока не выдают особо. Так, появился страж, и у нас появилось 10 брони уже. То есть, например, у нас текущая броня 0,2 урона. А там, благодаря стражу, у нас 10 брони. Если по нам будут бить. По нам будут бить. Потому что они периодически это делают. Можно, в принципе, ягоды поставить. Можно бонусный урон. Но бонусный урон +1, он сомнительный. Можно экипировку опознавать в 2,5 раза быстрее. Что, в принципе, неплохо было бы. Либо ягоды. Но я думаю, все-таки стоит вот эту взять. А потом взять интуицию выживальщика на последний пунктик. И пускай будет. Нам дали семя солнечника. Это хорошая семечко. Для нас. Учитывая то, что мы играем без, точнее, испытаний с растениями, для нас оно будет лучше. Вот опять же, что мы видим? Мы видим, что у нас тут нету прохода. Соответственно, нам и не нужно его открывать. Мы знаем, что он там есть, но нам не нужно его открывать. Что мы видим? Мы видим печального призрака. Учитывая, что уровень не открыт, нам нет смысла с ним контактировать. Потому что в большинстве случаев мы, скорее всего, ничего не сможем сделать. Кого мы видим? Мы видим краба, который достаточно силен. Будет еще и мимик, кстати говоря. Мы видим мимика. Вот опять же, о чем я говорю, тут на них подписано. Нам нужно перекусить немножко.
Так, а что у нас по этим? Ага, ага. Мимик слишком неудобно стоит, плюс призрак нам пригораживает стрельбу. А он нам не даст стрелять просто с призрака этот несчастный. Из-за того, что призрак нам мешает стрелять, мы не сможем пострелять по мимику. Мы нашли еще один свиток. Какой же ты бесполезный призрак, а не мешай. Вот зараза, а. Так, это белый вроде, да, цвет? У нас такого нет цвета. Вот видите, что он делает? Он нам просто мешает. Мы бы сейчас так бы убили муху. Наверняка даже не одну. А из-за того, что он, блин, своим левитированием занимается, он нам мешает. А муха за нами не пошла. Жесть. Ну и где ты? Зато к нам пришел краб. Блин, нам доспех вообще не выдают. Ёлы-палы. Что за издевательство просто? Нам дали зелье силы. У нас теперь 12 силы. Это газовая ловушка, очень полезная. Мы видим слизняка. Но мы по нему выстрелить не можем. Соответственно, нам нужно подпирать дверь тогда. Вот опять же, это несчастная муха, которую мы не добили. Опять же, трава. Для нас безопасная. По крайней мере, на текущий момент. Но трава очень хорошо горит, поэтому стоит быть осторожным. Получили уровень. Ну ладно. Вытоптано растение, фиг бы с ним. Так, кого мы видим? Мы видим слизняка. Стреляем по слизняку. Убрали слизняка. У нас есть ключ, есть как раз дверь. У нас есть выбор между кольцом и палочкой. Спорный момент, что выбирать. Вот и ключ, кстати говоря. Очень мало урона у нас. И у нас еще оружие прямо дохлее некуда. Ладно, мы продержались. Мы нашли свиток улучшения очередной. На каждые 5 уровней идет 3 свитка улучшений и 2 зелья силы. Соответственно,
Но учитывая то, что на пятом уровне, 5, 10, 15, 20, 25 уровни идут как боссы, то, соответственно, каждые 4 уровня, по сути говоря, вы должны... Мы нашли вора. Он явно не по уровню локации здесь находится. Но у нас особо нет вариантов. Мы его должны убрать. Учитывая то, что мы играем луком. Что мы видим? Мы нашли тайный сад. В тайном саду мы в тенях. Очень полезная ситуация. Вы растворились в тенях, вас не видно, а ваш метаболизм замедлен. В этом состоянии враги вас не атакуют, не преследуют вас. Атака или использование магии, например, свитка или палочки, немедленно развеет невидимость. Добавок вы можете дольше обходиться без еды. Вы остаетесь в тенях, пока не покинете это место или враг не наткнется на вас. Соответственно, враги нас могут отсюда вытащить, грубо говоря. Что мы видим? Они оба спят. Пускай спят. Мы их будить не будем. Так, я вот думаю, палочку либо кольцо брать. Сложно сказать, что стоит взять. Наверное, все-таки палочку стоит взять. Сейчас посмотрим. Это кольцо, наверное, эффективнее будет. Надо подумать. Сложный выбор, и в большинстве случаев не ясно, что выбирать. Палочка травы нам выпала. Неизвестно, правда, насколько она эффективная. Она не проклятая. Замечательно. Она у нас сколько? Нам прямо несказанно повезло. Палочка у нас нулевка. Это неплохо. В любом случае это неплохо. Палочка нулевочка. Но если нам не дали ни доспеха, ничего, и нам даже оружие толком не дали, поэтому я предлагаю спуститься вниз. Либо сейчас призрака отпнуть. Найти сейчас призрака, если мы вот добежим. Вот на нас напал слизняк. Призрак вместе с слизняком идет. Зараза, а. Подставляешь меня, призрак, зараза. Давай сюда своего древнего чуда. И он сразу блокирует. Ясно. Хитрожопое существо. Так. Смотрим. Он нас видит. Краб закончился. Он нам дает опять же доспех. Спасибо, теперь этот древний краб убит, я могу отдохнуть. Даже не знаю, как эта кошмарная магия позволяла ему так долго жить. Пожалуйста, возьми из этих предметов. Мне они не пригодятся. Может, они пригодятся тебе в твоем путешествии. Ах, да, в этом подземелье потеряна одна дорогая мне вещь. Может, ты найдешь мою розу? Сложно сказать, что выбирать. Я бы, наверное, кнут выбрал. Хотя, учитывая то, что у нас лук, нам кнут не актуален.
Но в остальным классом я бы выбрал именно кнут. Так, по идее, доспех надо брать. Он еще 14. Ой, блин, нам не везет. Да. Нам прям крайне не повезло. Я предлагаю попробовать отпинать стража. Опять же, попробовать именно. Он у нас на первом уровне должен быть. Алхимик, алхимик, алхимик. Это у нас что? Гнус на мох. Палочку, в принципе, можно проюзать, но она нам пользы не принесет в данный момент. Так, смотрим, сможем ли мы его... Ага. Да, мы стража сможем, скорее всего, сейчас убить. Нам единственное нужно подпирать двери. Мы его потеряли. Погоди, страж. Мы его убили уже. А я-то думаю, блин. Так, мы убрали стража. Что неплохо. Но у нас кистень молнии теперь висит. Блин. Да я даже не знаю. Что нам с этим кистенем делать теперь? Ну, судя по всему, нам не повезло, поэтому мы грейдим наш доспех. Единственный, который у нас на текущий момент присутствует. И просто идем вверх. Как говорится, только вперед, ни шагу назад. Алхимический котел у нас еще есть. Непонятно, правда, что он там развеивать. У нас крыса. Крысик. Передаем крысе привет. Ясно. Камни баланса — это свиток превращения. То есть у нас, по сути говоря, свиток превращения был. Один из самых редких свитков, которые вообще есть в игре. Мы нашли руну маскировки. Эта руна позволяет своему владельцу становиться незаметным на форуме высокой травы, даруя ему кратковременную невидимость. То есть для нас это прямо ух. Must have. Мы видим гнола. Мы пытаемся его как-то убрать. Все, убрали гнола. Так, у нас, наверное, не хватит. Так, это у нас баланс, да. Баланс, в принципе, на начале не особо нужен. И единственное, только можно лук забалансировать. Но опять же... Я думаю, камни баланса пока убрать. Они у меня актуальны будут.
Так, а сделать лучше нам себе еду. Еду. Перекусили и побежали. Так, у нас еще... А, у нас 2, да? Так, как. Ага. Так, зря мы убежали. Давай прибежим сюда. Так, смотрим, значит. Развеять. А, он исчез. Ну ладно. Фиг с ним тогда. Я просто думал, у нас эти будут, но у нас их нет. Хорошо, хорошо. Бежим вверх. Как говорится, вперед и вверх. Руну незаметности. Класс. По сути говоря, для лука это самая хорошая руна. Потому что он постоянно юзает траву. У нее специализация по траве. Нам прям ух. Кстати, я не посмотрел, это не мимик. Нет, это обычный. Ну что, все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. С вами был Андрей.